Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание работе, поговорим о практиках, которые помогут вам обрести работу, которые помогут вам сработать, для того, чтобы вас заметили, для того, чтобы вам дали премию, для того, чтобы в вашем коллективе было все прекрасно и чудесно. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всем приятного просмотра! Знаете, наша работа и вообще работа у каждого человека занимает важное место в его жизни. Ведь если она хорошо оплачиваемая, в ней дружный коллектив, комфортное рабочее место, то вы знаете, идти на такую работу одно удовольствие. А вот если у человека еще и хобби с работой переплетается, вы знаете, это вообще просто мечта. Тогда вы будете с радостью просыпаться утром, и в течение дня у вас обязательно будет хорошее настроение. Вам будет легко, качественно, успешно, и вы быстро будете проходить ваш рабочий день. Но найти хорошую работу не так уж и легко. А когда она находится, нужно еще ее суметь на такой работе выдержать испытательный срок и удержаться на ней. А это не всегда всем удается. Ведь в этот период задается много задач, дается много всевозможных поручений, идет проверка вас. И когда вы находитесь в поисках работы, то, применив очень действенные практики, вы легко справитесь с поставленными задачами и сможете получить действительно работу своей мечты, которая будет приносить как хороший финансовый доход, так и удовольствие. Когда эти две составляющие работают, то мы только радуемся. Но важными нюансами в этот период является то, что о проведении этих практик нельзя никому рассказывать, даже самым близким друзьям. Также нужно быть уверенным в своих силах и настроиться на положительный результат. Если вы к этому не готовы, уделите такому нюансу больше времени. Только поверив в себя, вы можете начинать. Хорошо проводить практику по поиску работы на растущую луну. Зажгите 3 белые свечи, станьте перед ними, выставьте руки вперед, и когда почувствуете тепло от огня, это будет означать, что энергетика огня и ваша энергетика начали взаимодействовать. И тогда обязательно скажите следующие волшебные слова. Сильные посылы отправляю, о помощи работы просьбу посылаю. Пусть найти ее смогу и в свою жизнь привлеку. Проделав это сразу же на следующий день займитесь поисками работы. Вы начнете получать много всевозможных предложений. Главное, вы сами должны определиться, какая вас работа больше всего заинтересует. Но главное, не распыляйте свою энергию по разным предложениям. Вам нужно, что еще сделать вы можете? Вам нужно взять кусочек ткани и ниточку зеленого цвета, булавку и желтую свечу. Подожгите свечу, а на ткани нарисуйте 4-листный клевер. Положите в ткань маленькую щепоточку соли и корицы. Завяжите на 7 узлов нитку и заколите в узел булавочку. При этом скажите следующие магические слова. Светлыми энергиями себя окружаю, на помощь их призываю, работу желанную благодаря ним обретаю. И кончики ниточки подпалите свечой, а затем свечу затушите. И этот узелок держите возле себя. А когда пойдете на собеседование, оно у вас пройдет удачно и обязательно закончится успехом. И вы действительно сможете получить желаемую работу.
А вот в свой первый рабочий день, для того, чтобы все прошло хорошо и вы нашли общий язык с коллегами, обязательно возьмите лавровый лист. Перед тем, как войти в помещение, разомните его и выкиньте правой рукой вправо от вас. При этом скажите следующие слова. В это помещение иду, удачу в нем обрету. Все начинания успешными будут, нужный результат принесут и работу привлекут. Проделав это, у вас обязательно все получится. День пройдет легко, а с коллегами вы обретете взаимопонимание. Когда вы получите работу, для того, чтобы привлечь хорошую высокооплачиваемую зарплату, возьмите ромашку, заварите ее, положите в эту водичку 3 монеты желтого цвета и скажите при этом следующие магические слова. Денежную энергию привлекаю, зарплату хорошую с ее помощью получаю. И на протяжении 7 дней смачивайте этой водичкой концы ваших волос. Вы знаете, что волосы имеют достаточно сильную энергетику и способны притягивать в вашу жизнь желаемое. Ваши старания, профессионализм будут замечены и оценены по достоинству. И вы действительно сможете получить и достойную, и желаемую зарплату. К сожалению, не всегда отношения со всеми коллегами могут складываться благополучно, так как кто-то может вам позавидовать, например, вашей должности, кто-то может позавидовать вашего отношения начальника по отношению к вам, кто-то к вашей зарплате. И все, к сожалению, это может притягивать к вам негатив. И это начнет сказываться на вашей работе и на вашем настроении. Поэтому, чтобы этого не допустить, купите булавочку. Сдачу за нее ни в коем случае не берите. И в полночь возьмите ложку свежего меда, растворите его в воде и положите туда вашу булавочку. При этом скажите обязательно следующие волшебные слова. Эту булавку одену, защиту от недоброжелателей установлю. С ее помощью весь негатив отобью. И на протяжении всего месяца, идя на работу, прикалывайте булавочку головой вниз к своей одежде. Помните, именно такая булавочка будет для вас очень мощным оберегом. И это поможет не только вам защититься от негатива, но и ваши недоброжелатели, ваши враги, сплетники начнут обходить вас стороной. Ведь при каждом недобром помысле в вашем направлении они будут чувствовать негатив в свою сторону. А со временем он столько его накопит, что у человека этого пропадет желание приходить даже на эту работу. Он может даже уволиться, или, как вариант, у него могут даже начаться проблемы с начальством. И больше ему просто будет не до вас. Также вы еще что можете сделать? Вы можете купить маленький колокольчик, привязать к нему белую ленточку, поставить на левый угол вашего рабочего стола. И таким образом такой колокольчик будет притягивать к вам удачу во всех ваших делах. И для этого раз в неделю трижды делайте ним движение влево-вправо и проговаривайте такие слова. Колокольчиком звеню, энергетику, удачи привлеку, ее в свою жизнь получаю и успехи во всем обретаю. Только большая просьба, чтобы ваши коллеги, ваши сотрудники ни в коем случае не трогали этот колокольчик. Если они дотронулись до него, в таком случае благодарите колокольчик за службу и выбрасывайте. А вам нужно будет новый купить. Но объясните вашим коллегам, чтобы они то, что у вас есть на столе, вне зависимости, документы, возможно, это ваша ручка, иконка, кактус, это никогда не трогали руками, потому что они таким образом, беря что-либо в руки, они уничтожают, то есть они перекодируют энергетику на вашем рабочем столе. И это может принести в вашей жизни не очень хорошие ситуации. Поэтому, друзья, обязательно воспользуйтесь этими простыми практиками. Но эти практики, они очень действенные, и они вам обязательно помогут вам в работе. Используйте, защищайтесь, оберегайте себя.
Находите ту работу, которая будет высокооплачиваемая, которая вам будет приносить одно удовольствие. Также помните о том, когда вы идете на собеседование и находитесь на самом собеседовании, всегда проговаривайте все те моменты, которые вас интересуют. Например, заработная плата на испытательный срок, какая будет после заработная плата, какие могут быть премии, вознаграждения, ваш график работы, отпускные, какая-то материальная помощь предполагается или нет, что будет, если вы не вышли на работу в связи с больничным листом, как открывается и так далее, больничный лист и так далее. Пожалуйста, обсуждайте эти многие моменты, потому что многие идут на собеседование, их все устраивает, но люди находятся, знаете, вот вроде бы я нашел эту желанную работу, но многие люди моменты не узнают, подписывают документы, контракты, внутренние положения, и только после этого узнают о том, что они в кабале, им приходится по пару месяцев потом еще отрабатывать. Поэтому, друзья, обязательно пользуйтесь практиками, и у вас обязательно все будет хорошо, у вас будет спокойно и без каких-либо непредвиденных ситуаций. И работа действительно будет хорошо оплачиваемая и приносить вам только одно удовольствие. Мы всем вам желаем только такой хорошей, прекрасной работы. Пробуйте, и у вас обязательно все получится в жизни. Берегите себя, будьте здоровы!